Лошадь с интересом осматривала окружающую местность. Она машинально пережевывала траву, даже не глядя на то, что за растение срывала губами. Несколько лет своей недолгой жизни лошадь провела на равнине. Там были спокойные небольшие реки, обширные луга, на которых трава уже в середине лета становилась сухой, и редкие деревья. Однако размеренной спокойной жизни животного пришел конец. Хозяин лошади умер, а единственный наследник жил в городе и Лору содержать не собирался. Вместо этого дал объявление о продаже, очень быстро нашелся покупатель. Правда, оказалось, что он из горного региона, и до лошади добираться ему тяжело. Но наследник скинул цену только чтобы поскорее избавиться от обузы, вскоре животное уже ехало в новый дом. Когда машина с прицепом уехала и клубы пыли осели, у лошади закружилась голова от свежего горного воздуха. Пару дней новый хозяин отвел на знакомство с двором и хлебом, а потом погнал на пастбище. Для Лоры непривычным было все зеленая сочная трава в сентябре, густые леса вокруг, горные вершины и водопады. В отличие от старого хозяина, новый не практиковал привязь. Лошадь просто выпускалась со двора, и она вольна была гулять по округе в любом направлении. Вечером животное находил хозяйский пес Бим. Он с помощью лая разворачивал Лору в нужном направлении и сопровождал до ворот, для лошади это было шоком. Первые несколько дней она не отходила далеко от ограды. Однако трава быстро закончилась, поэтому Лоре пришлось идти дальше. На склоне горы недалеко от нового дома обнаружился ручеек, трава около него была сочнее и выше, поэтому лошадь наведывалась к нему каждый день. Лора все ниже и ниже спускалась по склону, пока ее уши не различили едва уловимый гул. Это не было похоже на шум трассы, который часто долетал до конюшни в старом доме, любопытство подтолкнуло Лору вперед. Лошадь спускалась все ниже вдоль ручья, гул нарастал, пока не стал оглушительным, ручеек впадал в бурную горную реку. Она спадала резкими порогами с возвышенности в долину, от прошедших накануне дождей воды в реке было много. Лора с удивлением смотрела на бушующую стихию, она никогда раньше не видела таких полноводных бурных рек. Во рту у животного пересохло, лошади жутко захотелось пить, но подойти к порогам она побоялась. Вместо этого спустилась пониже, под каменные выступы. Животное осторожно ступило на прибрежные камни и наклонило морду к реке. Однако губы ловили мелкие камешки, и нормально попить не получалось, поэтому Лора сделала несколько шагов вглубь. Стремительно несущийся поток закрывал дно, приходилось ставить копыта на ощупь. Поначалу под ногами была твердая почва, но внезапно камень пошатнулся, копыто съехало по скользкой поверхности, покрытой водорослями. Животное рухнуло в воду, Лора тут же попыталась встать, но не учла силу потока. Вода протащила ее по дну и выбросила в центр реки, где было уже глубоко. Перепуганная лошадь изо всех сил пыталась встать. В спокойной реке или при небольшом течении она давно уже выбралась бы на берег. Копыта постоянно задевали камни, но выровнять корпус не получалось. Бурный поток сбивал с ног, тащил вперед и ни в какую не хотел отпускать. Лора не на шутку испугалась. От паники она размахивала ногами в разные стороны, тело кидало из стороны в сторону. Иногда на пути возникали большие камни, но обогнуть их лошадь не могла. Она даже не видела препятствия в мутной бурлящей воде, животное кидало из стороны в стороны, как щепку. Однако встреча с камнями была болезненной. На боках оставались синяки, а шкуру на коленях рассекло от одного из таких столкновений. С каждым ударом лошадь теряла связь с реальностью, паника заполняла ее. И становилось все сложнее удерживаться на плаву, в один момент Лора с головой ушла под воду. В течение стремительно тащило ее вперед, вынырнуть не получалось. Перед глазами начало темнеть, а легкие резало от желания вдохнуть воздух. Внезапно лошадь влетела в какую-то преграду. Удар выбил последний воздух, но в то же время помог. Голова Лоры мотнулась вверх, выныривая из воды. Животное глотнуло воздух и смогло оглядеться вокруг. Все так же бушевала вода, но лошадь больше не сносила вниз по течению. Оказалось, что огромное дерево на берегу реки упало поперек русла, преградив путь Лоре.
Животное закинуло ногу на поваленный ствол и смогло отдышаться, вот только легче от этого не стало. Лошадь не кошка, когтями не уцепится, на дерево не залезет. Лору продолжала бить водой и потихоньку утягивала под ствол дальше по течению реки. Животное из всех сил упиралось задними ногами, Лора двинулась в сторону берега, но почти сразу же остановилась. Новый хозяин, чтобы обозначить свои права на лошадь, надел на ее шею толстую ленту. Она не мешала на пастбище, но стала серьезной проблемой теперь. Лента зацепилась за ветки поваленного дерева и крепко удерживала животное на месте. У Лоры не было шансов самостоятельно выбраться на берег, поэтому она отчаянно громко заржала. Вокруг не было домов, только лес и река. Лошадь звала на помощь снова и снова, но никто и не слышал. Марк шел между деревьев уже не первый час, за спиной болтался рюкзак с веревкой и топором. Мужчина очень надеялся, что не наткнется на лесничего, иначе штрафа не избежать. На него и так уже поглядывались с подозрением. Но Марк упорно продолжал валить деревья, предпочитал молодые, но уже толстые в обхвате, чтобы в одиночку перенести к дому, а потом продать подороже. Сегодня он решил попытать счастье у реки, если что, всегда можно скинуть дерево в воду. Вода сама снесет его вниз по течению, да и на руках никаких доказательств вырубки не будет. Однако заняться делом мужчине не дал какой-то странный звук. Марк подошел к берегу бурлящей реки и увидел далеко впереди поваленное дерево. Мужчина приложил ладонь козырьком, чтобы солнце не мешало. С удивлением он обнаружил движущуюся точку около ствола. Марку стало любопытно, поэтому он пошел поближе. Но чем выше вдоль русла он поднимался, тем больше зарослей было вокруг. Ноги заплетались в ползучих лозах, в лицо то и дело прилетала паутина, а борщевик с крапивой стеной стояли вокруг. Мужчина хотел отказаться от своей задумки, может, там мусор какой-то принесло течением, а он тут мучается. Но внезапно до него донеслось слабое ржание, удивленный Марк достал топор и принялся прорубать себе дорогу в зарослях. Вскоре он добрался до поваленного дерева, возле него изо всех сил сражалась со стихией лошадь. Мужчине стало жаль животное. Сначала он просто звал его к себе, думая, что зверь дезориентирован и не понимает, в какой стороне берег. Однако быстро понял, что лошадь что-то удерживает на месте. Марк попробовал пройти по стволу. Дерево под ногами сильно раскачивалось и грозило сбросить человека в бурлящий поток. Поэтому мужчина слез и решил зайти в воду. Он оставил рюкзак на берегу, крепко привязал веревку к ближайшему дереву. Второй конец закрепил вокруг пояса на всякий случай. Марк прихватил топор, так как не знал, что удерживает животное на месте. Лора в ледяной воде горной реки стремительно замерзла. Ноги уже плохо слушались, но животное изо всех сил упиралось ими в дно, не давая потоку снести тело под ствол дерева. Лошадь звала на помощь севшим голосом, но вокруг никого не было. От отчаяния Лора уже готова была сдаться, когда на берегу появился человек, у животного открылось второе дыхание. Ноги перестали дрожать, а голос снова стал громким. Лора изо всех сил рвалась к берегу и звала спасителя, но лента на шее держала крепко. Марк колебался, разуваться ему или нет, но острые камни прямо у берега быстро помогли определиться. Мужчина влез в реку в одежде и обуви, тут же его захлестнула ледяная вода. Стремительный поток чуть не сбил с ног, и Марк оперся на поваленный ствол, так же, как и лошадь. Человек двигался не быстро, но с каждым шагом становился все ближе к Лоре, он увидел ленту, запутавшуюся в ветках. Однако не стал ее выпутывать, а просто обрубил ветки топором. Животное замерло в страхе, когда совсем рядом просвистело лезвие, это помогло мужчине беспрепятственно освободить Лору. Топор разрубил не только ветки, но и ленту, кобыла сразу смогла свободно двигать головой. Марк схватился за веревку и вытянул себя из воды. Тяжело дыша, он оглянулся на реку, ожидая, что животное следует за ним, но замерзшая лошадь едва успевала бороться с течением. Самостоятельно выбраться у нее не получалось, мужчина вздохнул, отвязал веревку от пояса и полез обратно в воду. Он подобрался к животному вплотную, обвязал веревку вокруг шеи, в
какой-то момент Марк выпустил веревку из рук. Нога соскользнула с камня, и бурное течение тут же понесло вниз. Марк ушел с головой под воду, но в последний момент смог за что-то уцепиться. Он вынырнул над бурлящим потоком и увидел, что держится за ногу лошади. Человек нащупал веревку и по ней выбрался на берег. Мужчина свалился на траву, отчаянно кашляя и отплевываясь от воды. «Вот я тебя и поймал!» Раздался грозный голос над головой. Марк перекатился на спину и увидел злого лесничего. Мужчина держал в руках топор Марка и всем своим видом обещал, что тот не отделается предупреждением. «Я лошадь пришел спасать», — не растерялся Марк. Только теперь лесник увидел несчастное животное. В 4 руки мужчины потащили веревку на себя. Лора слабо шевелилась замерзшими конечностями, но веревка тянула за шею вперед, приходилось двигаться с трудом. Животное вышло на дрожащих конечностях на берег и тут же рухнуло на землю. Пока лошадь приходила в себя, лесник устроил Марку допрос с пристрастием. Незадачливый лесоруб самозабвенно врал, что узнал о пропаже лошади в селе, расположенного вверх по течению, пошел на ее поиски и на всякий случай взял топор с веревкой, так как думал, что животное нужно будет вытаскивать из оврага, а вместо этого нашел лошадь в реке. Лесник отошел на возвышение, чтобы поймать слабую связь и позвонить в село. Там, к удивлению мужчины, действительно пропало недавно купленное животное. Хозяин уже обежал все ближайшие склоны, но даже не подумал, что Лора могла попасть в реку, однако о пропаже никуда не заявлял. Поэтому было непонятно, откуда Марк узнал о животном. Лесник вернулся на поляну, намереваясь добиться честного признания. Однако ни Марка, ни его топора с рюкзаком и веревкой там уже не было. Осталась только обессиленная, перепуганная Лора, а браконьер снова сумел улизнуть. Лесник сидел около лошади все время, пока не появился хозяин животного. Поглаживание и добрые слова помогли животному немного успокоиться после пережитого стресса. Яркие солнечные лучи согревали ее. Когда подоспел хозяин, Лора сумела самостоятельно подняться на ноги, и они потихоньку отправились домой. Больше хозяин не рисковал и постоянно привязывал лошадь на месте выпаса, а Лора не уходила далеко от дома и не приближалась к бурной реке.